Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор по многочисленным заявкам. Рассматриваем текущую ситуацию на рынке, новости и отвечаю на ваши вопросы. Так, друзья, ну вот сегодня уже немножко начало подколбашивать сальдо торгового баланса Германии. Вышел меньше, чем предполагалось, и меньше предыдущего значения. Не очень это хорошо, потому что Германия, она ориентирована на экспорт. Экспорт товара с прибавочной стоимостью, она тащит весь Евросоюз. Соответственно, такое снижение, это, мягко говоря, не айс. Так, друзья, давайте посмотрим, что тут у нас по российским новостям. Цифры по инфляции выглядят драматично. Да, они действительно выглядят драматично. И в текущей ситуации здесь действия, предпринимаемые Центробанком, как-то повышение, экспресс повышение ставки там, на 0,75 на 1% в ближайшем будущем, оно выглядит драматично, потому что оно окончательно подорвет те небольшие ростки экономического роста, которые начали было немножко наклевываться. Так, далее Минфин предложил повысить страховые взносы, акциз, сборы. Но смотрите, в кризисное время, когда проблематично восстановить любую деятельность, но подобные действия, они по меньшей мере, ну как минимум, просто губительны для экономики. Ну и эффект от этого будет вполне прогнозируемый, он приведет к тому, что будет мощнейшая стагфляция, которая она вообще любые надежды на рост и развитие похоронит. Так, ну и вот вчерашний показатель, индекс потребительских цен, 6,5%, больше чем прогноз, больше чем предыдущее значение. Очень большой вопрос, как вот этот показатель считают и что туда включено. Есть основания полагать, что там масса товаров и услуг, которые стали неактуальны. И, соответственно, то есть движение вот в этом индикаторе, оно не отображает реальное положение дел. Так, ну вот интересный такой момент. ЕС предложил России обсудить сотрудничество по ковид-сертификатам. Это связано с тем, что на текущий момент практически большинство стран не признает сертификацию российской вакцины. В России не признаются сертификаты, которые выдают по факту вакцинации европейскими, американскими вакцинами Pfizer, Moderna. Ну, тема, конечно, хорошая, но я думаю, здесь будет искусственное торможение со стороны Российской Федерации, потому что граждане России очень любят ездить, чтобы получать массу хороших, ярких впечатлений без всяких неразумных наценок за них. И поэтому для того, чтобы сейчас в летний период типа валюту удержать в нужном месте, я думаю, сейчас никаких сподвигов здесь не будет. И вообще в дальнейшем, я думаю, ситуация не особо сдвинется с мертвой точки. И опять же здесь, как и в случае ситуации со спутником, то, о чем я писал в телеграм-канале, здесь позиция, она обусловлена по большей части не виной со стороны европейцев там, или американцев, которые, конечно, свою политику, свои интересы проталкивают, но они это делают достаточно адекватно и цивилизованно. Так, ну вот интересный такой момент. Центробанк прогнозирует рост ВВП выше 4%. Но смотрите, на фоне так называемого постковидного отскока, это вообще жалкая цифра. Вот. И, соответственно, ну тут совсем другие должны быть показатели. Ну вот смотрите, по результатам 2021 года ФРС прогнозирует в Соединенных Штатах рост ВВП 7%. 7%. Это экономика высокоразвитой страны, у которой нету низкой базы для роста. Центробанк Российской Федерации говорит о 4% и заявляет это как какое-то достижение. Ну, по меньшей мере, цифры катастрофически не бьются. Так, друзья, ну давайте перейдем к рынку. Текущая картина выглядит таким образом. Евро активно отбилась от 1,1790 и сейчас пытается выйти из этого штопора. Так, друзья, ну вот смотрите, вот здесь интересная такая ситуация с Росгидро. Сегодня дивидендный гэп произошел. Вот, я неоднократно обращал ваше внимание, что дивидендный гэп это не столь существенный момент, потому что у вас просто эта разница уходит к вам в карман. Но на текущий момент здесь ситуация заключается в том, что вот этот дивидендный гэп
который возник по Росгидро, он, скорее всего, достаточно быстро будет закрыт. Он не будет закрыт только при том условии, если продолжится движение вниз и будет пробит уровень 0,8. Вероятность такого события, с моей точки зрения, на текущий момент невелика. Более вероятно, что здесь будет либо консолидация, либо будет сразу рывок наверх с целью закрыть возникший гэп. Потому как идей становится не так много, а 94 копейки по Росгидре так и не отработано. Так, друзья, далее давайте вот посмотрим. Вот это вот Газпром, это ГМК. Сейчас давайте я немножко разверну. Так, давайте начнем с ГМК. Много слез пролито, много стопов сорвано. Но смотрите, здесь сейчас на текущий момент 24 200 он так и не пробивает. Это говорит о том, что здесь идет набор позиций. И если 24 200 не пробивается, его так или иначе отсюда зашкварник схватит и потащит сначала первая цель движения 24 800, потом 26 тысяч. При текущих ценах на палладий и никель это просто неизбежно. Да, там есть проблема, экологические всякие разливы возникают. На самом деле это бич ближайшего будущего всех российских добывающих компаний, не только изношенные основные фонды инфраструктура. Вот. Но если здесь мы делаем допущение, что не будет никакого нового новостного негатива, здесь все условия собраны для того, чтобы Норникель пошел к верхней границе консолидации и потом еще выше. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, с Газпромом здесь ситуация предельно ясная. У него есть ключевой уровень, это 270. Если его не пробивает, то вся вот эта коллаборация, которая происходит, она будет приводить к тому, что его будут выкупать и гнать наверх. На текущий момент, если рассматривать сегодняшний день и вчерашний день, здесь вот очень мощный набор позиций произошел, и весьма вероятно, что отсюда разовьется в ближайшие часы движение наверх. Цель его потестить и пробить 297,4. Цель 294 мы сделали, закрепились. Следующая цель у Газпрома это 356. Ну и на сегодня удержание вот этого диапазона, если он не будет пробит, мы здесь закрепляемся, идем выше. Если здесь возникает пробой, то отсюда сразу пойдет коррекционный откат. Цель этого коррекционного отката для начала будет вот сюда, в район 284-283. Ну и если совсем плохо, то будет удар в 270. Я думаю, вот сейчас этим движением пока ограничится, достаточно высокая вероятность. И по факту здесь набора позиций будет попытка отсюда отпрыгнуть и пойти выше. Так, но здесь у нас возникает новый риск. Это S&P 500, дневной таймфрейм, SFD на фьючерс. Вот смотрите, сейчас он начал корректироваться. На самом деле это не очень хорошо, это совершенно не очень хорошо, но в 15:30 ситуация может измениться, если выйдут хорошие данные по первичным заявкам по безработице, что их не так много вышло. Здесь у нас критичный уровень 4250. Пока этот уровень не пробит, вот сейчас, видите, он уже подошел к первой поддержке. Первая поддержка у него 4320-4300, вот этот диапазончик. Он сейчас здесь походит, если пробоя в ближайший час-два не будет, он здесь соберется с мыслями и отскочит. Если пробой будет, далее движение на 4250. Вот 4250 здесь и инверсионный уровень, если пробивается, то идет движение далее вниз, возможно даже на 4080. Но такое сильное движение вниз приведет к обрушению. Поэтому я думаю, если никакого явного негатива нету, либо вот здесь вот сейчас тормознут и попытаются развернуть, либо чуть пониже 4250. Так, ну вот единственное, в чем загвоздка, пошел рост Викса. Он не хочет откатываться и консолидироваться в этом диапазоне. Собственно говоря, рост волатильности. Здесь на текущий момент, с учетом произошедшего движения за сегодня, это уровень 20,8. Если он пробивается, отсюда пойдет дальнейший импульс, и возможно даже сегодня будет пробитие 21,8 и движение на 24,5. Если здесь пробитие не возникает, то отсюда пойдет коррекционный откат
Цель этого отката — возврат проторгованный диапазон 17,5, 16, 15,6. Вот сюда, вот к этим значениям. Но на самом деле по ВИКСу такое движение возникшее — это, конечно, тревожный звоночек, потому что вчера по факту вот этих движений он должен был успокоиться и вернуться в диапазон. Поскольку такого не произошло, это указывает на то, что возможны варианты. Так, друзья, по золоту сейчас интересная ситуация. Мы подошли к определенному сопротивлению локальному 1815. Вот здесь у нас сегодня будет либо пробой 1815-1817. Если это происходит, открывается дорога, у которой первая цель 1862. Если этого не будет, нас ждет сегодня-завтра отсюда коррекционный откат. Цель этого отката для начала возврат на 1796. А дальше посмотрим. Поэтому вот сейчас в ближайшие 2-3 часа решиться будет, не будет пробой. Если пробой не возникает, начинается здесь рисование таких вот соплей всяких, то весьма вероятно к вечеру мы уйдем вот сюда. Так, друзья, вот масса вопросов по ММК и Северстали, НЛМК. НЛМК пока не смотрел, не вникал. Детально посмотрел ММК и Северсталь. Так, друзья, давайте начнем с ММК. Смотрите, у ММК вот есть здесь такая болевая точка 56,5 уровень. Если этот уровень пробивается, то вот это движение, которое началось на самом деле еще вот здесь вот в конце апреля, оно продолжится, и ММК будет ждать движения, цель которого будет 47-45. Если здесь пробой сейчас не возникает, это дневной таймфрейм, то мы либо какое-то время здесь собираемся с мыслями и потом отскакиваем, первая цель движения 64, либо сразу отсюда можем достаточно быстро пойти вот на это значение. Какие есть здесь доводы в пользу того, что движение наверх, сюда, потом сюда и потом сюда произойдет? То, что один крупный американский банк купил один очень большой пакет акций этой компании. Это как бы указывает на то, что есть позитивные ожидания от Чермета и ММК. Какие есть доводы, какие ваши доказательства в пользу того, что все это дело пойдет вниз? Ну, как бы Китай начинает барахлить, восстановление Китая под угрозой, там масса факторов вылезла. Но ключевой фактор то, что у них была модель, которая ставила во главу развитие внутреннего спроса. Эта модель ни в ближайшей перспективе, ни в срочной перспективе не получает развития. Почему? Это связано, во-первых, с политикой «одна семья, один ребенок», и второй момент, это связано с экономным китайским менталитетом. Но не будет китаец, даже состоятельный, покупать себе 10 BMW. Он купит себе кучу машин, которые подешевле, которые блестящие, которые функциональны. Так, ну и соответственно китайский фактор, он указывает на то, что движение наверх может не состояться. Кроме того, по ММК здесь вот картина, она какая-то неуверенная, вроде разворот произошел, вроде даже уровень не пробили ключевой. Но тем не менее, как-то вот особой уверенности в том, что он пойдет наверх, у меня нету. Так, ну и вот часовик. Часовик у него, конечно, такой достаточно бодренький сегодня начинался. Но на текущий момент, если рассматривать интервал 1-2 дня, на что хотел обратить внимание, здесь у нас есть определенный уровень, который проходит на 57,5. Если этот уровень не пробиваем в результате там каких-то задергов или движения вниз, то сейчас здесь в принципе формируется база для того, чтобы отсюда сделать движение наверх. Цель этого движения сходить вот сюда вот в район 60-61. То есть цель здесь немножко пониже, не 64, но если вот этот диапазончик удерживаем, то вот это движение весьма вероятно уже в самое ближайшее время произойдет. Если не удерживаем вот это значение 57,5, то идем тестировать уже 56,6. Вот там уже более серьезная цифра, она если пробивается, то даунтренд может очень сильно развиться в этой бумаге. Так, друзья, далее Северсталь. По металлургам сегодня подольше, потому что их забыли в силу определенных причин. Месячный таймфрейм, здесь как бы все указывает на то, что готова она
сломать вот это падение и либо консолидироваться, либо продолжить рост. Так, ну вот недельный таймфрейм тоже после месячного достаточно оптимистичный. Все как бы здесь падение остановилось. Сейчас она собирается с мыслями для того, чтобы сделать отскок. Сразу скажу, Северсталь на отскок выглядит более убедительно, чем ММК. Так, ну и дневочка. Здесь, как бы, если опираться на дневку, самое ближайшее время движение 1790-1800. Критерий того, что это не произойдет, коррекционный откат с пробитием 1500-1490. Вот это днище, если пробиваем, пойдет она на 1300, может быть на 1100. Пока наибольшая вероятность либо нахождения в этом диапазоне, либо отсюда попытка выйти, отработать 1790-1800. В идеале переписать вот этот хай, но здесь, если Китай начнет дымиться, то, наверное, хай мы не перепишем. Так, друзья, далее вопрос был по Мосбирже. Ну, смотрите, кому война, кому мать родна. В принципе, все, что происходит, оно для Мосбиржи и для других бирж это только плюс. Потому что чем больше хаоса, чем больше движения, тем больше объемы торгов, больше выручка, больше комиссия. Но смотрите, сейчас у Мосбиржи есть уровень, который 168,5, 170, вот этот диапазон в 1,5 рубля. Если этот уровень повторно не пробивается, то здесь уже есть все задатки для того, чтобы с текущего значения, либо чуть-чуть пониже отсюда пошло движение, и цель этого движения для начала будет 178. Далее, если здесь возникает удержание, то, соответственно, цель движения отсюда находится на 188. Если здесь донышко пробиваем, то уходим на 155. Пока больше факторов на то, чтобы либо консолидировалась в диапазоне, либо попыталась сходить хотя бы сюда. Если начнется какой-то обвал, мы с вами видели, что там в S&P какая туча нависает. Если это получит развитие, то сдует вниз всех. И Мосбиржу, и Северсталь, и ГМК, и Сбер, и все на свете. Поэтому здесь должно быть четкое, ясное понимание, что на самом деле мы очень сильно зависим от Америки и от остального мира. Не будет волшебного роста ни Сбера, ни Северстали, ни Московской биржи, если весь мир и Америка пойдут вниз в просадку. Друзья, в общем-то, все основные моменты. Спасибо за внимание, удачных торгов.